Слон наткнулся на человека, привязанного к дереву, но то, что он сделал дальше, противоречит всем законам дикой природы. Золотая саванна Серенгети часто кажется раем, но для Даниэля Картера она превратилась в раскаленный алтарь жертвы. Жара давила не только на тело, она пульсировала в висках, сливаясь с ударами сердца. Привязанный к шершавому стволу древней акации, он ощущал лишь боль от веревок, впившихся в запястье, и соль пота в глазах. Человек, посвятивший годы изучению слонов, теперь стал беспомощной жертвой. Браконьеры, за которыми он охотился, не стали его убивать. Они оставили его умирать под солнцем в месте без воды, где выживают только падальщики. К вечеру тишина изменилась. Сначала это была едва ощутимая вибрация, потом глухие удары. Земля дрожала. Из высокой травы вышел огромный слон, старый самец с бивнями, как из кости, настоящий гигант. Даниэль знал, что один его рывок может убить. Он закрыл глаза, готовясь к смерти. Но вместо удара почувствовал влажное прикосновение хобота. Слон не атаковал, он изучал человека. Взглянув в глаза животного, Даниэль увидел не ярость, а узнавание. Когда хобот потянулся к узлам веревки, он понял – это не случайность. И вдруг вспомнил. 4 года назад, в разгар шторма, он участвовал в спасении молодого слона, попавшего в металлическую петлю. Проволока врезалась в шею, рана загнивала. Мать слоненка яростно защищала его. Команда хотела усыпить ее, но Даниэль рискнул, подошел сам. Он медленно приблизился, напевая спокойный ритм, показывая, что не враг. Мать позволила. Он перекусил трос, очистил рану, обработал ее. Слоненок на мгновение прижался к нему, знак доверия. Затем они ушли в дождь. Он больше их не видел. До этого момента. Перед ним стоял тот самый слон, выросший, с характерным шрамом в форме полумесяца за ухом. Он запомнил. Теперь он действовал. Хобот осторожно ощупывал веревки, словно понимая их устройство. Он не рвал, он развязывал. Используя бивень как опору, он начал ослаблять узлы. Один виток поддался, Даниэль смог вдохнуть полной грудью, но опасность вернулась. В траве щелкнул затвор. Браконьеры не ушли. Слон повернулся к звуку и встал между человеком и угрозой. Он стал живым щитом. Тем временем он продолжал освобождать Даниэля, аккуратно распутывая веревки на руках. Наконец узлы сдались. Руки освободились, но ноги еще были связаны. Раздался выстрел. Пуля ударила в дерево рядом с головой Даниэля. Браконьеры вышли из травы. Они увидели не чудо, а добычу. Слон шагнул вперед, полностью закрывая человека собой. Второй выстрел попал в его плечо. Кровь окрасила кожу, но он не отступил. Вместо этого он издал низкий гул, от которого задрожала земля, и пошел в атаку. Не хаотично, целенаправленно отгоняя людей. Браконьеры отступили, но появились гиены, привлеченные запахом крови. Слон, раненый, вернулся к Даниэлю и начал медленно кружить вокруг него, защищая от новых угроз. Он держался, несмотря на боль. Наконец, веревки на ногах были разорваны. Даниэль упал на землю, свободный, но истощенный. Слон стоял над ним, истекая кровью, но не уходил. Он охранял его до последнего. На рассвете прилетел вертолет спасателей. С высоты они увидели невероятное. Огромный слон, словно крепость, защищал человека. Когда люди приблизились, он спокойно отступил. Их взгляды встретились в последний раз. В них не было дикости, только древнее понимание. Долг возвращен. Даниэль коснулся его хобота. В ответ он почувствовал тихую вибрацию – прощание. Слон развернулся и ушел в утренний туман, не оглянувшись. Спустя годы Даниэль рассказывает эту историю как напоминание. Доброта в природе не исчезает бесследно. Животные не говорят, но помнят. Там, где человек однажды спас жизнь, природа может вернуть этот дар в самый нужный момент. Между человеком и дикой природой существует невидимая связь, и ни один акт милосердия не бывает напрасным.